Всем привет, я историк моды Анатолий Львов, и это видео «Гигиена в средние века». Я уже сделал для вас видео об аксессуарах личной гигиены эпохи рококо, и вот сейчас настало время поговорить о средних веках. Давайте сразу договоримся, что по ходу этого видео вы можете оставлять комментарии. Каждый ваш комментарий увеличивает вероятность того, что видео попадет в популярные видео, и тем самым еще больше людей узнают, сколько же нам напридумывали всякой неправды по поводу средних веков. Прежде чем сделать это видео, я решил посмотреть, что уже рассказывали о средних веках. И когда я открыл видео о гигиене в средних веках, то что я услышал? Вот в средние века Людовик XIV не мылся никогда, кроме как 2 раза в жизни. Люди, что вы говорите? Какой Людовик XIV в средние века? Король Людовик XIV жил в 17 веке, но никак не в эпоху средних веков. Проверяйте в первую очередь то, что вы доносите до людей. Это очень важно, потому что не у всех в школе была история искусств. Не все в свободное время читают книги по истории искусств. Не нужно людей вводить в заблуждение. И это видео как раз таки позволит вам по-другому взглянуть на гигиену в средних веках. Факт номер 1, как люди сегодня представляют средние века. Когда мы говорим средние века, то многие начинают рассказывать о том, что тогда не мылись, люди не знали, что такое бани, люди не знали, что такое мыло. Но, конечно, для многих из нас эта эпоха была давным-давно. И когда нам показывают фильмы... Вы поклялись, отец, за свадебным столом сегодня не рыгать. Мы сразу видим, что Европа действительно попахивала. И нам кажется, ну вот, средние века – это самая дурно пахнущая эпоха развития человеческой истории. Люди в городах не грели воду, не было канализации, не было никаких бань, не было места, где можно было помыться. И вот люди в этой грязи жили. Вот так сегодня люди представляют средние века. Однако, если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете, что это было абсолютно не так. Факт номер 2. Общественные бани. Кто-то скажет общественные бани, а я вам скажу именно так. Общественные бани. Баня для русского человека – это способ помыться, это способ расслабиться. И, конечно же, это у нас в крови. Не все, конечно, любят бани, но все знают, что на Руси всегда люди мылись. Так вот, в Европе тоже были бани. Начнем с того, что христианство, вообще в основе христианства лежит крещение. А крещение всегда через воду. Иисуса крестили через воду. И понимаете, просто так наложить вето на воду никто в принципе-то и не хотел. Да, безусловно, когда пришло христианство в Европу на какой-то промежуток времени, те устои, которые были раньше в Риме, забылись. Но когда рыцари отправились в крестовые походы, то они вернулись и рассказали, что, оказывается, есть бани. И люди начали строить бани. И в каждом квартире в Париже были бани. И вы представляете, что бани были даже официально записаны в различных документах. И вот представляете, как только утром люди поднимались, уже по улице ходил человек, который говорил там «Allez-y, allez-y, on a déjà préparé les bains, lavez-vous». Бани-то уже готовы, и бани действительно завлекали людей с самого утра. Единственное, что нужно отметить, бани не работали по выходным и в праздники. Это действительно было прописано официально. Сегодня эти документы сохранились. Это не просто мои рассуждения, это действительно так. В архивах хранятся документы, где рассказывается о том, как начать, например, банное дело, на что нужно обращать внимание, да, когда нужно топить бани, когда не нужно топить бани. Причем самое интересное, что бани, не были никаким, знаете ли, удивительным открытием ни для кого в эпоху средних веков. Бани были нескольких видов. Во-первых, это сухие бани, то есть туда подавался горячий воздух. Затем были бани влажные. Для сухой бани нужно было заплатить цену 2 хлебов. Для влажной бани без условия помывки 4 хлебов. А для влажной бани еще чтобы там помыться, то представляете, 8 хлебов. То есть бани были разные. До 15 века бани в принципе были смешанными. Бани были для женщин и для мужчин одновременно. Когда люди шли в общественную баню, туда можно было даже заказать еду. И вызвать жриц любви, чтобы они эту еду сожрали. Так что, когда мы смотрим на все вот эти изображения, мы понимаем, что люди ходили в бани. Безусловно, не у всех были деньги. Третий факт. Богатые люди и бани. Посмотрите внимательно, разве богатые люди
ходили в баню? Не всегда, ведь у них бани были дома. Вот, например, здесь мы можем с вами видеть, человек сидит дома. Сегодня делают фотографии в ванной с едой. Посмотрите, средние века. У него тут уже все есть для комфорта. О чем вы говорите? Чего нет? Вилки нет. Тогда еще вилкой не пользовались. Но вот вы видите, все необходимое есть. Такая ванна была на всю семью. Воду наливали, и вся семья поочередно принимала ванну. При этом, посмотрите, меняли... Нет, воду не меняли. Меняли простынь, потому что на простыне оставались волосы. Ну, когда, допустим, кто-то идет в общественный душ, не всегда хочется видеть, знаете ли, волосы в душе или в ванной. И это действительно так. Вот смотрите, как удобно. Взяли эту простынь, поместили другого человека и другую простынь ему дали. Логично? Логично. Люди не ходили в баню, у них были свои собственные бани дома. Вот, посмотрите. И рядышком кровать. Богатые люди могли себе позволить больше, чем люди, которые жили в деревнях. Помимо простыни, которая давалась каждому, кто принимал ванну, люди еще пользовались мылом. Но мыло того времени было из овечьего жира. Пахло, я вам скажу, не очень, наверное, приятно. Они добавляли травы или различные масла. И, в принципе, когда люди использовали это мыло, но это не так сильно пахло. Зубы. Нам говорят, что в эпоху средних веков никто не чистил зубы. Был зубной порошок из толченых костей. И при этом люди еще делали ополаскивание. Люди полоскали рот. Самые богатые полоскали гвоздикой. То есть делали настой на гвоздике. Она давно уже была в Европе. Ее привозили. И волосы мыли. Вот посмотрите, мы здесь можем видеть женщину, которая моет волосы. Посмотрите, у нее расческа, она смотрит в зеркало и, значит, моет себе волосы. Если бы этого не было, люди бы не изображали это. Все это было. Факт номер 4. Гигиена бедных людей. И если с богатыми людьми было все понятно, у них были деньги на дрова для того, чтобы нагреть воду, то у бедных такого, конечно же, не могло произойти. Все-таки дрова стоили дорого. У людей дома были ведра, и люди мылись. Люди мылись дома самостоятельно. Это действительно так. Но если кто-то не мог себе такого позволить, например, крестьяне, которые жили не в городе, а в деревне, то люди ходили мыться в водоемы. Вы скажете, ну что он придумывает? Давайте смотреть. Это же средние века, они друг другу помогают помыться. Понимаете? Вот нашли укромное местечко и пошли принимать ванну. Да, все-таки в Европе не такая суровая зима, и летом можно было с этим справиться. Или вот здесь посмотрите. Водные горки. Да что вы знаете о водных горках? Просто вода, которая уходит в никуда. Либо там какой-то мост, либо еще что-то. Но люди, видите, моются, мылись в фонтанах. Или здесь посмотрите. Вот все средневековье. И девицы здесь, и невероятные животные. Люди мылись, понимаете, да? Где? Да где был водоем, там они и мылись. Что касается мыла, ну у них не было мыла. Чем они мылись? А мылись они специальной травой. Вы скажете, трава? Да, была такая трава, мыльнянка. В общем, она дает пену. Растения, которые сегодня тоже используют многие, допустим, берут корни, и корни действительно мылятся, да, и это хорошая альтернатива мылу. Что касается рта, то, конечно, у них не было денег на дорогую гвоздику, но они использовали дешевый вариант, полоскали зубы мятой или тимьяном, то есть как раз таки делали отвары с мятой, с тимьяном и, в принципе, освежали свою полость рта. Это действительно так. Посмотрите, что пишут люди того времени. Богатые мылись раз в неделю, минимум, но и бедные тоже, которые жили на природе, могли себе это позволить. В различных документах даже сохранились дни, когда мужчинам нужно было идти в баню, а когда нужно было идти женщинам в баню. И даже такая профессия банщик описывалась, я уже об этом говорил. В принципе, мы подходим с вами и к 5-му факту. Религия и гигиена. Многие считают, что для религии понятие вода было неприемлемым. Но я уже говорил, что Иисуса крестили через воду. И потом давайте посмотрим с вами на монахов того времени. Монахи все бритые. Монахи имеют даже выбритую голову. На сухую попробуйте это сделать. Монахи в различных своих уставах прописывали, что священнослужители должны быть чистыми. Но почему тогда церковь запретила общественные бани? По нескольким причинам. Во-первых, нужно сказать, что люди проводили в бане много времени. Бани, как я уже говорил раньше, не всегда были раздельными, и люди занимались там не только тем, что мылись, но и еще решали различные вопросы своих надобностей. И таким образом люди переносили различные заболевания. И именно в воде церковь увидела главного переносчика чумы, объясняя это тем, что
вода способствует тому, что раскрываются поры, и через эти поры вода приносит различные заболевания людям, которые посещали общественные бани, а потом это не выводится из организма, мол, вода уходит, а вот то, что она принесла, остается. Церковь постепенно начинает вводить запреты на бани. И люди перестали посещать бани. Закончилось это все тем, что в 1573 году, а это уже не средние века, да, а уже все-таки это 16 век, вышел даже банный декрет. И люди на долгие годы забыли, что такое бани. Все-таки это уже была эпоха Возрождения, и тогда люди перестают мыться. И я уже вам рассказывал, что в то время люди смеялись над эпохой средних веков. Посмотрите мое видео «5 фактов об аксессуаре верности» и поймете, про что я вам рассказывал в том видео и что я хочу вам показать в этом видео. Люди эпохи Возрождения считали, что они выше, чем люди средних веков. И они уже начали придумывать, что и тогда тоже не мылись для того, чтобы оправдать себя. В комментариях пишите, хотели бы вы узнать о других мифах, которые придумали о средних веках. И тогда я сниму для вас видео и расскажу, как люди жили в средние века. Более подробную информацию я рассказываю на своих лекциях. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые занимаются организацией лекций, или же у вас есть какие-то контакты, или вы сами этим занимаетесь, то пишите обязательно в Инстаграм или же на почту, и мы с вами договоримся о моих лекциях. В комментариях пишите, хотели бы вы узнать о других мифах, которые придумали о средних веках. И тогда я сниму для вас видео и расскажу, как люди жили в средние века. На этом я заканчиваю видео о гигиене в средние века. Чем больше ваших комментариев, тем больше вероятности того, что это видео попадет в раздел «Популярные» и больше людей узнают, как их обманывали по поводу гигиены в средние века. Не забывайте подписываться на мой канал и рассказывать о нем знакомым, потому что здесь говорят о культуре. Спасибо, я снял, можете продолжать дальше заниматься тем, чем вы там занимались. Я снял. Ну правильно, когда я снял, теперь они уже не сверлят и не сверлят.